Да, экспедиция в Узбекистан, она вообще, честно говоря, совершенно случайно появилась. Это, да, конец 2015 года. Я в то время работал начальником отдела, ну это не отдел информации, в общем, редактором проекта «Достояние планеты». Отвечал как раз за проведение экспедиции. И как раз тем же летом 2015 года мы проехали по Уралу. Посетили и Аркаим, и несколько других очень интересных, тоже древних городищ, потому что обычно на Урал в Челябинскую область ездят смотреть Аркаим, и мало кто знает, что там на самом деле на достаточно компактной площади, буквально там 30 на 30 километров, находится порядка там еще 2 десятков других не менее интересных городищ. Ну и как это складывается обычно, когда сезон заканчивается, он обычно в августе заканчивается, мы начали планировать, а куда же мы можем поехать на уже 2016 год. И совершенно случайно я как раз тогда увлекся, сейчас уже все этим занимаются, изучаешь спутниковые карты, находишь какие-то интересные места, тем более, скажем, городом карты все в более лучшем разрешении, увидеть можно много всего вкусного, чего раньше мы даже не подозревали. И как-то начали мы заниматься темой ариев, вот эта арийская цивилизация, это те самые индоарии, куда они могли уйти, и сделали предположение, а не могли ли они уйти в сторону Казахстана и Узбекистана. И начал я изучать как раз спутниковые карты сначала Казахстана, потом активно начал интересоваться вот именно областью Каракалпакии, там, где вот как раз находится Нукус, Ургенч, вот эти все, хорезмская цивилизация. И совершенно случайно на карте вижу вот такой круг, прям такой интересный, думаю, что ж такое, начинаю увеличивать. И, честно говоря, в тот момент у меня оторопь была, потому что я посреди Узбекистана вижу один в один такое же древнее городище, как Аркаим. То есть такие же два кольца, внешнее кольцо обороны, то есть где вот, видимо, находились основные строения, и внешнее кольцо. Начали разбираться, оказывается, объект достаточно известный среди археологов, называется крепость Койкарган-Кала. Давай мы собирать информацию и подумали, а почему бы нам не попробовать своими глазами, не посмотреть, как она выглядит в реальности. Потому что историй там было очень много с ней связанных, но была самая главная странность, которая нас на экспедицию сподвигла. Потому что в Узбекистане, особенно вот в районе Хорезма, там действительно огромное количество крепостей старинных, возраст которых там от 1500 до 2000 лет. Это вот еще та древняя культура огнепоклонников, хорезмская цивилизация, которая в 2-3 веке новой эры была уничтожена полностью. Там уже пришло христианство, пришли другие религии, потом пришло мусульманство. В общем, вот эта цивилизация, она стала теперь историей. Так вот, главная особенность, в основном все крепости Узбекистана, большая часть, подавляющая, процентов 90, они имеют прямоугольную форму, то есть классика. Прямоугольные, квадратные. И здесь вот именно вот Койкарган-Кала, она вот как особняком стоит, на круглой, один в один повторяет облик Аркаима. И тут все начало совпадать как бы с нашей теорией, а почему бы вот арии, когда началось какое-то странное противостояние вот в Сибири, на Урале, почему они не могли сняться и уйти вот как раз в сторону Казахстана, Узбекистана. Тем более все историки сами говорят, что самая главная загадка того же Аркаима, а куда делись жители. То есть вроде бы все было хорошо, рядом огромные торговые городища, как их называли, торговые пути, то есть вроде как бы все должно было быть процветать, и сейчас там уже мегаполисы должны стоять. А нет, что-то произошло, и вот как раз 2500 лет назад вот эта вся вот, скажем так, цивилизация степей снялась и куда-то начала двигаться. Ну и мы, естественно, решили посмотреть, как же это может быть. Ну, из одной крепости ехать накладно, потому что в любом случае ты финансы собираешь где-то сам, и поездка в другую страну, она достаточно дорогая, тем более мы поехали на машинах. И собирая информацию в Узбекистане, нашли совершенно интересное тоже место, которое называется Минбулакская впадина. Такая чаша диаметром, ну, километра 3, наверное. Очень, кстати, сверху похоже, когда смотришь на ударный кратер такой. То есть такое ощущение, что метеорит взорвался в верхних слоях атмосферы и вот оставил после себя такую вот воронку. А что самое интересное оказалось, что по краям Минбулакской впадины находится совершенно странный археологический, исторический артефакт, их несколько, который называют каменный лес. То есть стоят такие вот непонятные, вроде как бы окаменевшие стволы или, в общем, какие-то странные субстанции, которые напоминают такие огромные полые трубы песчаника. Ну и мы подумали, вот посмотрим крепости Узбекистана, изучим Койкарган-Кала и заодно двинемся как раз уже до Минбулака. Тем более экспедиция обещала быть интересной, потому что для того, чтобы добраться до Минбулакской впадины, нужно проехать 300 километров по пустыне Кызылкум. То есть абсолютно, то есть ты 300 километров видишь ни людей, ни животных, ни поселений. То есть вот именно самая настоящая
Пустыня, да. Ну, собственно, мы это и сделали, собрались, и в конце ноября 2015 года мы вот как раз туда выдвинулись. Приключения начались буквально, как переехали границу Казахстан-Узбекистан. То есть там, когда узбекскую границу переезжаешь, до ближайшего населенного пункта Нукус, там 200 километров. И едешь ты эти 200 километров тоже по совершенно мертвым дорогам. Это как раз попадаешь ты в плато Устюрт, то знаменитое, с которым связано там много всяких таинственных историй, там где находятся вот эти странные геоглифы, похожие там на какие-то стрелы, где водятся необычные существа, про которые писал там наш коллега Рольф Майзингер. Он там служил якобы в 80-е годы, и их часть как раз ловила странных существ, наподобие каких-то инопланетян. Ну, это сказки, может быть, конечно, но тем не менее, это интересно. Да, и получилось так, что мы должны были ехать со сменщиками, то у нас было две машины. Одна, вот, на которой я сейчас езжу, такой нормальный кроссовер, который нас в итоге и спас всю экспедицию. И друг мой еще взял, поехали мы на таком представительском Мерседесе, у которого пневмоподвеска. И вот буквально перед границей с Казахстаном что-то произошло с чипом пневмоподвески, я еду за другом, смотрю, у него машина так все ниже, 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 и уже там буквально бампером по асфальту. В общем, нам пришлось машину оставить перед границей с Казахстаном, вот этот Мерседес, на котором мы думали, что мы там как крутые будем ездить. Слава богу, кстати, что не поехали на нем. Перегрузили все уже в кроссовер, и получилось так, что должны мы или сменщики быть, ну, меняться, чтобы проще было. Там пробег-то большой, мы в итоге на круг накатали где-то 8 тысяч километров. А вышло так, что мне все эти 3 дня пришлось за рулем быть. То есть мы там спали там буквально по 5-6 часов, и вот эта вот усталость намоталась настолько, что у нас произошла неприятность. Я за рулем просто закимарил. Врезался в итоге в столбик, и мы вот из-за моей вот этой вот оплошности, надо было отдохнуть, конечно. А нас еще на границе с Узбекистаном 12 часов повыматывали, потому что туда приезжаешь, там же вот эти челноки, которые туда-сюда постоянно что-то возят. И мы 12 часов вот в этой просто в очереди, вот это, там, да, там вот это гам, шум, кто-то с сумками, кто-то непонятно с чем, кого-то там задержали, кто-то что-то не то провез. Там целая жизнь, короче, кипит такой табор. Ну, к вам претензий не было? Ну, к нам претензии были, потому что у Узбекистана очень странное отношение вообще к журналистам. Очень было много вопросов по поводу нашей многочисленной кинофотоаппаратуры. Ну, когда объяснили, что мы российские журналисты, едем там не плохие вещи снимать, как там, грубо говоря, через границу там наркотики возят, а едем именно сделать исторический фильм, там показали бумажку, достояние планеты, в общем, как бы пропустили там, конечно, ну пропустили. Я так думаю, что куда-то там позвонили, что такие странные москвичи, да, потому что в итоге, кстати, нас, ну это отдельная история. Вот. И получается, что мы 100 километров отъехали от границы с Узбекистаном, произошла вот эта вот неприятность, а в результате аварии мы еще 2 баллона пробили. И, в общем, мы там на плато Ургенч целые сутки почти ночевали, пока машину отремонтировали, пока доехали до Нукуса. То есть вот была такая неприятность. Больше меня поразило всего в Нукусе, там тоже несколько есть крепостей. Вот мы когда ехали, все новые, человек когда едет, у него есть одно определенное представление, то есть какая-то крепость, что-то там. А когда ты приезжаешь и видишь действительно вот руины вот этого 2000-летнего сооружения, которое, ну вот в нашем представлении, что такое крепость? В голове там русского человека это какие-то там башни, какие-то там вот самое там, ну и в принципе достаточно компактно, грубо там может быть там 50 на 50 метров такое защищенное сооружение. А здесь мы когда приехали вот на эту первую крепость, которая находится в Нукусе, я, честно говоря, ну, не то что был удивлен, но у меня просто вот реально оторопь была. У всех была оторопь, потому что приезжаешь, такая возвышенность, ну, такая горка небольшая, где-то, наверное, в поперечнике метров 400 на 400, то есть такая, и она просто по периметру обнесена вот такими вот стенами из саманного кирпича. Саманный кирпич, это когда замешивают глину вместе с соломой, она потом спрессовывается, получается прям такой, кирпич. Ну, естественно, за 2000 лет и стены попадали, и башни оплыли. Но все равно, когда понимаешь масштабы вот этих работ, когда начинаешь, там город, там реально здоровенный город. И потом, когда начинаешь ходить по вот этим развалинам стен, заходишь в вот эти башни, а там еще подземных ходов очень много. Понятно, со временем не заплыли, потому что все это делалось из глины, и все вот эти вот дожди, песок, вода за 2000 лет многое замыли. Но объемы, конечно, когда ты видишь вот эта вот стена крепостная, которая вот из кирпича сложена, и у нее толщина 5 метров.
Объем работы. Объем работы, это во-первых. А во-вторых, что нас сразу поразило, ну мы понимали, что мы приезжаем на разрушенные крепости, у нас сразу первый вопрос был, а как эти стены были разрушены? Потому что вот с одной стороны, с южной стороны, часть стены, она просто вот фрагментами вот так вывалена наружу. То есть такое впечатление, что внутри произошел какой-то взрыв, и вот давлением их раскидало. Историки там говорят, что ну это были осадные орудия, что там вот это самое, чуть ли не руками долбили. Вот меня всегда поражают вот, гуманитарии, которые говорят, ну они там осадными орудиями. Вы представляете вообще, что такое 5 метров спрессованной глины? Да не каждый танк снарядом прострелит. А когда мы говорим о том, что это было 2000 лет назад, ну были осадные орудия. Ну что такое осадное орудие? Ну это вот такая вот катапульта, которая метала камни. Пушек-то тогда еще толком-то не было 2000 лет назад. То есть это в лучшем случае камнями в стенку покидать. Это точно так же, как вы возьмете, например, мешок с цементом и попробуете его небольшими камешками разбить. Ну а что у вас? Да у вас ничего не получится. Второе, что поразило, причем на всех крепостях, это то, что ты в буквальном смысле ходишь по истории. Особенность климата, там же все это глина, и оно постоянно вымывается, и все вот эти артефакты древние, которым несколько тысяч лет, они лежат на поверхности. То есть мы сначала понять не могли. Мы идем, у нас по ногами хрустит что-то, смотрим, а там какие-то черепки битой посуды, какие-то куски орнаментов, какие-то непонятные там лепнины. И ты вот начинаешь это все собирать, ты понимаешь, что в руках держишь осколки истории, которые там не то что несколько сот, несколько тысяч лет. Причем копать не надо. Все не надо, да. То есть там можно просто для любого музея там с тачкой приехать, все это там накидать, потом выбрать самое вкусное и уже демонстрировать. То есть реально по истории ходишь. Причем если там засесть на несколько дней, можно там даже и кувшинчики пособирать. То есть все это, конечно, удивительно. И что еще было странно, мы так это не разгадали, ну просто времени не было. С одной стороны, то ли строители туда замуровывали, то ли это остатки каких-то битв. То есть, с одной стороны, из стены прям кости торчат, причем видно человеческие. То есть, вот там лучезапястная кость торчит, где-то там берцовая кость. И причем так прошли, вот прям видно. То ли действительно это те погибшие люди, которые, может быть, там обороняли это место, их там захоронили. То есть, действительно, может быть, в самой крепости кого-то хоронили, может, в самих стенах кого-то хоронили. Может, в принципе, толщина стены 5 метров позволяет там сделать какую-нибудь нишу, там массовое захоронение, а потом, естественно, это все вымывается. То есть, вот, на самом деле, очень интересная вся эта история, потому что, когда смотришь на фотографиях одно, а когда ты вот это все начинаешь видеть, это совершенно другое. Слушай, а у тебя есть какие-то сведения, вот именно самые-самые официальные вообще, что официальная наука, скажем так, говорит именно про это место, про эту крепость? Или это все позиционируется как нечто неизведанное, не оставившее следов в истории? Знаешь, на самом деле тут вопрос очень интересный, потому что до недавнего времени хорезмская цивилизация, естественно, была описана, но крепостями начали заниматься упорно только в 20-х годах прошлого столетия, то есть 1920-1913. Это знаменитая экспедиция советского археолога Попова, который, в принципе-то, и открыл узбекскому народу вот то, что у них там под боком вот эти крепости. Естественно, местные знали, что да, у них там что-то из песка торчит, но все вот именно работы по картированию, по раскопкам, по описанию, в принципе, вообще по возрождению истории хорезмской цивилизации выполняли как раз в первую очередь историки Советского Союза. Понятно, со специалистами Узбекистана на тот момент. Поэтому на самом деле история хорезмской культуры, она молодая с точки зрения историографии. Ну 100 лет фактически. Это то же самое, как сейчас в Китае происходит. После Великой Китайской революции часть документов просто была уничтожена. И почему вот говорят, что в Китае там пирамиды не изучают? Изучают в Китае пирамиды. Просто вынуждены изучать заново, потому что историю немножко переписывали. И документальная база, она была, мягко говоря, просто изничтожена. Так же и здесь. Ну в итоге мы, кстати, добрались вот до этой крепости, которая называется Койкарган-Кала. Уже на тот момент, когда ехали, начали историю по ней поднимать. И крепость действительно неординарна была тем, что это была не просто крепость, это была одновременная крепость и резиденция. Я не помню, как они, не ханы назывались, у них какое-то название есть, вот тех вот правителей, которые как раз вот, ну, были, грубо говоря, царями на тот момент. Да, история у нее очень интересная. Это одна, кстати, из немногих крепостей, так же, как и Аркаим, которые занимались наиболее подробно. Может быть, именно из-за ее формы, потому что она реально выбивается из, скажем так, историографии вот, строения вот этих всех.
То, что нам известно, 3 раза ее, я так понимаю, разрушали и восстанавливали, причем, по-моему, или 2 или 3 век новой эры ее достаточно сильно разрушили, причем не просто разрушили, она была сожжена, потому что вот те археологические данные, которые мы видели, там как раз описано, что поднимали археологи сожженные, там даже доски сохранились, вот эти перекрытия, там, ну, в общем, много чего интересного было. Плюс сама крепость, она многоуровневая была. Вот даже спустя 2000 лет, ходя по этим стенам, видно, что вот куда-то на 2-й, на 3-й ярус спускаются вот какие-то коридоры внутренние. К сожалению, сейчас остался только внутренний ярус, то есть вот эта внутренняя цитадель, где как раз был, ну, как говорят историки, вот резиденция этого вот правителя. Внешне она закопана сейчас. Закопано сознательно, это как раз делали археологи для того, чтобы препятствовать грабительским раскопкам. То есть это вообще как бы есть такая традиционная система раскопок. То есть археологи место, ну, грубо говоря, вскрывают, да, проводят определенные работы, все записывают, а потом это место, как правило, как это называется, консервируется, да. Ну, опять же, чтобы, во-первых, сохранить то, что не раскопано, ну, а во-вторых, чтобы хулиганы там уже не занимались тем, чем не положено заниматься черные копатели. Удивительно, конечно, по Аркаиму я тоже ходил, вот реально похоже абсолютно. То есть такое ощущение, что как будто вот в те далекие времена просто или народ пришел с Урала, с Сибири и построил аналогичные города, либо, что может быть более вероятно, за счет того, что были торговые связи между совершенно разными странами и государствами, возможно, была некая система унификации сооружений. Ну, зачем придумывать велосипед, когда можно, съездив в гости там, к сибирским там, ариям, посмотреть, да, как они это делают, и, переняв их опыт, построить точно так же. То есть, на самом деле, версий много, но ни одна, к сожалению, до сих пор и не находит определенного подтверждения. Интересно, что да, была такая цивилизация. Причем общались когда с каракалпаками, вот коренными жителями, до сих пор считают, что они там пришли откуда-то с Сибири, там, с Дуная, что принесли эту культуру, то есть они до сих пор считают себя огнепоклонниками. Более того, у них там даже сохранились вот эти кланы суфиев, это вот тех мудрецов, которые обладают древними знаниями, мы там с одним суфием встречались, и они вот эти традиции хранят, то есть они реально огнепоклонники, фактически, вот, как бы это сказали сейчас, язычники. Мы когда уже там уезжали на одну крепость, господи, ну приезжают там ребята с московскими номерами, непонятно. Естественно, городок небольшой, ну сколько там, ну небольшое количество жителей, все друг друга знают. То есть это такая достаточно большая деревня. Естественно, про нас уже на 2-й день узнали, что какие-то странные люди, которые интересуются крепостями, и вот нас перед отправкой на одну из крепостей там приходил суфий, там обкуривал каким-то там местным растением, которое называется аздарпан, который отгоняет злых духов, в общем, провел какой-то обряд. Реально, кстати, вот мы пока там были, вообще все нормально, все было. Милиция нас, это полиция местная там на мостах встречала, там, когда через Амударью, Сырдарью переезжаешь, там у них посты стоят, естественно, московские номера, надо же проверить. Первый раз проехали, спросили, что такое, а потом уже, когда им, они начинают спрашивать, ну что сегодня сняли, там какая история, потом начали советовать, там у нас там какой-то там абдык-мадык какой-то там живет, вот давайте к нему съездить, он там расскажет, покажет. Вообще, на самом деле, народ очень, вот узбеки не очень интересуются на самом деле историей своей. Ну вот именно вот нашего возраста, это там 45 где-то, вот там 40-45. Там до смешного доходило. Причем интересуются, но не всегда знают, что у них рядом находится. Поэтому иногда мы им даже рассказывали. А иногда они нам помогали. Там случай был интересный. Мы вот как раз поехали, когда искать Койкарган-Кала. Вроде по карте понятно, но ты когда... крепости, они в большинстве случаев уже там деревнями вокруг обросли. И чтобы там доехать, а навигатор не показывает, там через какую улицу, через какой аул правильно проехать. И вот мы едем на Койкарган-Кала, там останавливаемся, спрашиваем у какого-то местного аксакала, на машине едет на какой-то старенькой копеечке. Говорим, слушай, друг, к нам вот тут где-то рядом километр, пальцем ткни, куда? Он говорит, так, сейчас, говорит, все вам покажу. У него какие-то там пассажиры, он таких, так, ребята, вот вам тут 200 метров дойти, я поеду историкам показывать. Мы такие, слушай, ну... В итоге, да, он по этим закоулкам нас провез, мы за ним ехали и в итоге все нашли. Интересно, еще одну крепость нашли, она даже на картах никак не обозначена, просто какое-то непонятное, то ли латинское, то ли даже не узбекское какое-то название. По форме тоже немножко, почему поехали, тоже такая кругло-квадратная какая-то с овальными краями, стоит просто где-то посреди там полей каких-то уже пахотных.
И вот что мне понравилось в этой крепости, сохранились там на внешних стенах остатки какой-то вот декоративной какой-то отделки, то ли облицовки, вот даже спустя там несколько тысяч, минимум 1500 лет, даже вот все вот это сохранилось. И что самое интересное, в центре колодец еще остался, то есть ты заходишь, а там тоже сначала внешняя вот эта вот система оборонительная, даже с башенками оставшимися, и потом уже внутренний двор, и прямо в центральной башне такой колодец находится. Ну понятно, он засыпанный, мы сколько там могли спустились, там метра 3-4, там видно еще дальше. То есть крепость могла сама себя обеспечивать. Хотя на самом деле, вот мы сколько с историками общались, я так не совсем не понял назначение этих все-таки крепостей. Потому что стоит в поле крепость, неприятель идет слева обойди, справа обойди. А потом выяснили, это были так называемые, как называется, грубо говоря, как у нас сейчас караванные дворы. То есть где можно лошадей поменять, где при необходимости идет купец. Но все равно же неспокойно было. Конечно, конечно. Переночевать, в конце концов, да, что-то оставить, что-то. То есть фактически крепости выполняли функцию, вот как у нас сейчас говорят, логистических центров. Да. И поэтому на самом деле понятно, что их нужно было оборонять, и ставились они именно как раз на торговых путях. Поэтому когда вот работаешь с таким материалом, видя локации крепостей и вот таких торговых центров, можно примерно уже спроектировать, куда они шли. И что самое интересное, вот по этой аналогии можно предположить места следующих объектов, которые еще даже никто не открыл. Мы, кстати, так и сделали, но это было на Урале, это совершенно другая история, как мы там как раз используя вот этот метод логического предположения. Да, можно действительно сделать абсолютно грандиозное открытие с помощью карты, логики, и знаний истории археологии хотя бы примерных. Ну а вторая часть, конечно, была, наверное, самая сложная, потому что для нас, на самом деле, самым большим шоком был даже не то, что мы поехали в Узбекистан, а то, что случилось, когда мы заехали в Нукус. Мы были совершенно не готовы к этому, потому что оказалось, что вся Каракалпакия не сильно любит бензин. Вся Каракалпакия ездит на газу. Мы к этому оказались совершенно не готовы. То есть мы знали, что там есть перебои с бензином, но что это представляет настолько катастрофические, скажем так, масштабы, мы даже представить не могли. То есть мы приезжаем, естественно, у нас там запас с собой, там канистрочка, нам ездить-то много. Спрашиваем, ребята, где заправка? И на нас смотрят, как будто мы спрашиваем, извините, где здесь наркотики купить? То есть там, что ты, как? Погодите, ребята, а как? У нас все на газу, мы тут газ добываем, у нас все машины на газу. В итоге это была спецоперация, реально, как будто нам нужно было достать в советские времена, магнитофон Sharp. Тогда, когда 30 лет назад магазин «Березка», это реально было очень похоже. То есть нам показали какого-то местного аксакала, который, так, тихо, шалко, вам какой бензин? Говорю, 92-й хотя бы, может машина на 95, хотя бы 92-й. Говорю, да 92-й, ты что там, это вообще. В итоге нас привезли в какие-то гаражи. Мы взяли там еще, у них же купили за какие-то невероятные деньги, что-то там за $50 канистра 40-литровая. У меня как раз в багажник 2 канистры влазит. Привозят нас в эти гаражи, открывают там, реально, слушай, как наркокартель какой-то, все тихо там, не знаю вообще в чем проблема. И нам начинают этот бензин сцеживать. Я много бензинов разных видел, но, во-первых, ты знаешь, такое ощущение, что это вообще не бензин, а что-то непонятное, там полусолярка какая-то. В машину мы это в итоге залили, машина сказала, ребята, я, говорит, конечно, вас люблю, но не настолько, чтобы ездить на этом. В итоге еле-еле там 60 км в час ездили. Нам нужен бензин был для того, чтобы сделать вторую часть, потому что мы прекрасно понимаем, что у нас одно плечо 300 километров получается до Минбулак, мы не знаем, сколько там, и обратно еще 300, и запас надо хотя бы, потому что фиг его знает, что в дороге произойдет. На одной заправке машина, в таких условиях 400 едет, то есть нам как минимум надо с собой еще литров 40 просто везти. Поэтому
вот этой, как мы назвали, чачи набрали. Потому что, ну реально, она по цвету просто желтая, непонятно, очень похожа, ну простите, на выделение местных верблюдов. Я не удивлюсь, если они там чем-то и бодяжат этим. Да, и поехали мы, в общем, в Минбулак. Честно говоря, даже не представляю, что нас ждать будет. Дорога от Нукуса до Учкудука, а Минбулак рядом с Учкудуком, который в знаменитой песне «Учкудук, три колодца, защити нас от солнца», дорога реально просто идет через пустыню. Причем в те советские времена, когда Союз еще был, и у нас были дружественные государства, это была нормальная, хорошая асфальтированная дорога. Сейчас это, скажем так, направление. То есть где-то есть асфальт, где-то асфальта нет, а где-то есть просто именно направление по песку. То есть ты вот едешь, перед тобой что-то подобие асфальта, и вдруг асфальт кончает, все засыпано, и ты примерно понимаешь, что где-то там линия какая-то начинается, вот примерно тебе туда. Потому что сбиться там на самом деле это вот как делать нечего. Слева пески, справа пески, барханы, банально вот просто до ветра отходишь за соседний бархан, можно вот так вокруг себя с закрытыми глазами 360 градусов крутануться, и ты потом просто не вернешься, там ориентиров нет на самом деле. Ну вот в Минбулаке, да, интересно, конечно, добрались мы до Минбулака, но еще надо понимать, что по этой дороге машины, они практически не ездят. Ну, пока шли эти 300 километров, нам попала всего одна какая-то машинка, которая там от местного населения продукты туда-сюда, и все, и тишина. Плюс по дороге спасли еще местных, какие-то местные поехали на Ниве, на бензиновой, у них буквально 100 километров от Нукуса бензин кончился. Они там ночевали уже, мы им там отлили с канистры, чтобы они добраться смогли. А Минбулак интересное место, в переводе с узбекского называется «Тысяча родников». Действительно, вот пока не было вот этих проблем с пересыханием Орала, реально это оазис был. То есть, а сейчас там, грубо говоря, один родник остался, вода реально уходит. То есть мы с местными пообщались, они говорят, вот с каждым годом вода там на несколько метров все глубже, глубже, глубже. То есть мы каждый раз, у нас у них скважина, если не каждый раз ее все глубже, глубже, глубже. И говорит, лет через 10 мы вообще не знаем, как мы тут жить будем, потому что ну все, вода просто, земля съела воду. И в итоге Минбулак, он сейчас превратился в постепенно такой вот зарастающий песками оазис. То есть то, что было там 40 лет назад, сейчас это уже, конечно, посмотреть страшно лунный пейзаж. Договорились с местными, объяснили, что и куда нам надо. Они говорят, да, мы эти места знаем. Тут на самом деле, когда, говорит, туристы приезжают, если, говорит, про это место знают, мы, говорит, их туда и возим. Я говорю, мы, говорю, сами-то сможем доехать? Вы нам покажите, мы примерно знаем. Говорит, нет, говорит, вы, говорит, на вашей машинке туда не доедете. И слава богу, что не поехали, потому что мы туда пилили минут 40, наверное. Причем это не просто пустыня, это вот такие буераки. Это буквально вот от поселка, это Минбулак отъезжаешь, начинается вот этот серпантин, который просто через поля, барханы идет, и ты реально не доедешь. Потом уже с местными начали общаться, а как вы ориентируетесь? Ну, говорит, во-первых, мы знаем, а во-вторых, говорит, у нас особые метки есть. И реально мы начали присматриваться, у них на вершинах сопочек, ну там какие сопочки, там такие, как это, возвышенности, можно их так назвать, стоят каменные менгирчики, вот такие же, как по всему Уралу. То есть из камешков сложены вот такие, где-то насыпи, где-то камень воткнутый. И каждый менгир свое направление показывает. То есть пользуются вот теми старыми технологиями путеводными, которые там наши еще деды, прадеды, которые там вот по этим менгирам там как-то язык до Киева доведет. Добрались, причем не совсем до той точки, там огромное ущелье пересекает, и машина просто не пройдет, там приходить нам пришлось. Выгружаемся мы из этого несчастного УАЗика, это вообще отдельная картинка, я специально это на видео снимал. Это, вот, знаешь, такие есть видосы, когда показывают, сколько человек может поместиться в УАЗик. И вот у нас была примерно такая же ситуация, у нас 11 человек в УАЗик заперлось, это просто страшно было, потому что местным еще захотелось, что приехали какие-то москвичи, новые люди, пообщаться там, под самое, может что-то самое там, верблюжьей шерсти продать, которую мы в итоге купили, все-таки уговорили. Вот. Выгружаемся из УАЗика, и Саша Воронцов говорит, Коль, говорит, что-то, говорит, странное, говорит, посмотри, почему мы идем. Но я тоже иду, чувствую, что у меня кроссовок что-то это режет постоянно. Нагибаемся, смотрим, и вот вся поверхность, по которой мы идем, такое ощущение, что вот как будто высокой температурой верхнюю часть песка спекло, его нужно потом потрескать, корочки такие. Поднимаем реально вот остекленевший какой-то песок, там толщиной ну, миллиметров от 5 до 10, то есть такие, причем некоторые места прям видно, вот песок кипел. Ну ладно, как бы посмотрели, идем дальше, и вот так на протяжении этих 500 метров, пока мы до как раз каменного леса шли, вся поверхность вот просто вот этим спеченным песком, то есть такое ощущение, что где-то что-то солнышко бахнуло какое-то, и вся вот эта поверхность обожжена была.
Ну и, конечно, добрались, когда уже до каменного леса. Первое впечатление было, что не лес это совершенно, потому что по виду, ну вот такое впечатление, что самое близкое ощущение, мы тогда смеялись, на окаменевший рулон туалетной бумаги похоже, потому что тут структура такая же, то есть тут такая трубка там сантиметров до 20 иногда доходит, ну в среднем где-то сантиметров 15, и небольшая дырочка посередине. И вот такие трубки, просто они там наставлены, то есть на лес это не похоже, может быть какие-то древние растения были, которые так это самое. Но потом опять же начали просто ради интереса, взяли один вот этот, они там везде расколотые фрагменты, начали просто ковырять там ножом, смотреть. Спеченный песчаник. То есть такое впечатление, что как будто, да, первое, что самое подобие, сразу вспомнилось, есть такая штука, фульгуриты называется. Это вот когда какой-то разряд бьет, молния, например, в землю, она как раз оставляет вот такую вот изогнутую трубочку. Но это самая близкая аналогия. А потом у нас совсем оторопь взяла, мы потому что нашли несколько десятков таких круглых спеченных камешков, которые называются... Твое любимое слово. Тектиты. Да, тектиты, пектиты. Да. Ну и совсем нас отрыв взяла, когда мы нашли там, в многообразии разбросаны такие круглые камешки, которые называются тектитами. А тектиты, они образуются в местах либо там, падения метеоритов, либо на местах ядерных взрывов. Условия образования тектита — это высокая температура и давление. То есть когда взрыв происходит, все вокруг плавится, и при большом давлении начинают вот эти раскаленные капли разбрасываться там вокруг, и образуются пектиты и тектиты. Пектиты — это как раз на местах ядерных взрывов. И, честно говоря, когда начали потом уже вот саму вот эту Минбулакскую впадину тут сверху рассматривать, очень похоже вот именно на след какого-то взрыва воздушного. Всю эту информацию собрали, зафотографировали, засняли и в некоторые опыты обратно поехали. И начали уже, когда с местными там общаться, и с каракалпаками, и просто с историками, нашли огромное количество легенд, связанных вот именно с какими-то древними войнами, которые там происходили. Понятно, что это легенды, они могут быть далеки от реальности. Да, но когда ты на одном месте находишь действительно признаки явного техногенного воздействия, то есть и вот термическое воздействие, которое вот просто всю прилежащую область спекло так, что корочка на поверхности образовалась, которая 2000 лет или может 3000 лет держится, а может вообще неизвестно сколько. Потом характерные вот эти тектиты и пектиты, которые сами по себе никак не появятся, то есть где-то был взрыв. И плюс непонятные вот эти вот каменный лес, который, кстати, там, как оказалось, по краю вот этого Минбулакского кратера, впадины, не будем говорить кратер, а именно впадины, несколько десятков, оказывается, еще находится. Да, ну то есть можно сказать, что Узбекистан, территория Узбекистана одна из таких самых, наверное, неизведанных бывших союзных республик, по твоим рассказам получается, потому что я думаю, что при Союзе все равно экспедиций много было по таким местам, но ты вот сам предположил, что выстраивая, ставя, вернее, географические контрольные точки, да, по этим крепостям на карте, можно выстроить некие маршруты, предположить, что там еще что-то находится, и действительно найти это. То есть, скажем, страна не такая-то большая, но неизведанного еще много. И даже то, что ты сегодня рассказал, в принципе, уже вызывает огромное количество вопросов, что это все-таки было и почему. Вот. Как тебе настрой есть еще когда-нибудь побывать в тех краях, может быть, с более какой-то уже серьезной экспедицией, с более глубокой? Есть ли такие мысли, если соратники по этой теме, если есть такие мысли? Естественно, Узбекистан, вот особенно вот харемскую культуру изучать надо изучать по той простой причине, что на самом деле вот после той вот харемской экспедиции, которая была в 20-30-х годах, наверное, более крупномасштабных-то и не было. Потом война помешала, потом вот эта смена власти, умер Сталин, там другие уже интересы появились у государства. Ну, потом уже вот развал Союза, и то есть история есть, но заниматься ей пока нет. Ну, естественно, там есть местные историки, специалисты очень хорошие, которые эту историю поднимают, но вот крупномасштабных исследований, к сожалению, в силу определенных причин, я думаю, в ближайшее время и не будет. Поэтому вот даже такие самостийные экспедиции, я думаю, они ученым-то могут интерес принести. Вот мы даже были, когда на Аяз-Скале, у нас там тоже огромный вопрос возник. Аяз-Скала, там несколько крепостей, одна большая, гигантская просто, там мы по периметру ходили, там где-то, наверное, метров 300 на 300, вот такой вот самый огороженный участок. Тоже с выпавшими наружу стенами.
И другая крепость, Яскала-1 называется, она поменьше и пониже. Так что интересно, вся верхняя часть вот этой горки, где стоит крепость, тоже усыпана вот этим вот темным шлаком. То есть такое впечатление, что просто что-то бахнуло, ее развалило. А в некоторых местах, мы даже образцы привезли, видимо, внешняя керамика, которая была облицована крепости, декоративные элементы, она спеклась до состояния песка, не песка, а стекла. То есть, что это были за термические воздействия? Называется, кстати, это же, вот это явление известно, оно называется у историков и археологов витрификация крепостей. То есть, кстати, очень часто на древних крепостях находят вот такие оплавления. Ну, как говорят историки, что это когда осаживали там вот крепости, там брали там нефть, поджигали, это вот все кипело и там остекленело, в общем, как бы выкуривали тех, кто там находился. Но на самом деле, как бы долго ты не жег такие вот даже высокотемпературные смеси, ты не получишь столь грандиозного оплавления вот именно по периметру. Это, простите, это надо туда несколько составов привести горючие вещества, это все облить, причем надо понимать, что там-то люди тоже не просто так сидят, они в тебя стреляют, это же надо как-то разлить. То есть логика опять не бьет. И к сожалению или к радости, вот когда вот это вот по бритве Акама все отсекаешь, начинаешь вспоминать о Мохенджо-Даро, о том, что было описано в Махабхарате, что в древности действительно существовали какие-то виды оружия, виды воздействия, которые позволяли вот создавать такие масштабные разрушения. Просто всегда возникает одна проблема, что наша история, она априори считается линейной, то есть от простого к сложному. И когда ты начинаешь говорить, что а вот в давние времена могло быть такое, те говорят, извините, такого не может быть, потому что вот цивилизация по нарастающей развивается, вы нам говорите, что там какие-то виды вооружений, которые целую крепость могли спалить. Но факты-то вот они есть, и что с ними делать непонятно, потому что приводишь историкам факты, они говорят, ну это вот пока мы еще не знаем. Ну, значит, если вы не знаете, значит мы можем сделать альтернативные предположения, которые тоже имеют право на существование. Либо вы тогда объясните, либо как-то так получается. Ну, а был какой-то хотя бы маломальский опыт передачи, так скажем, компетентным историкам вот артефактов, которые вы находили, может быть, какие-то объяснения или там версии они уже выдвигали? Здесь, понимаешь, здесь возникает еще одна проблема. Когда ты едешь самостоятельной экспедицией, тот материал, который ты собрал, ты, во-первых, не можешь его правильно... Нет, можно там почитать, конечно, инструкцию, как надо это собрать, как нужно записать, как правильно там привязки к местности сделать, потому что когда все вот это делается именно учеными, там любой артефакт, который ты поднял, нужно место указать, зарисовать, как он лежал. Естественно, в такой экспедиции делать этого ничего не будешь. Собственно, такие материалы для ученых, они не являются историческими, вот именно историческими предметами. То есть ты привез что-то откуда-то, да, и, соответственно, и отношения. Тем более ты приходишь там, вот, слава богу, у меня друзья есть, историки, ученые, которым это интересно, они могут сказать, но это не будет экспертным заключением. Ну, да. А если ты приходишь, говоришь, ребята, вы знаете, вот мы съездили там в хорезмскую цивилизацию, нашли вот это, а давайте, они говорят, ребята, а вы кто, вы с какой кафедры? Вы это самое, ну, туристы, вот и занимаются. Вот, к сожалению, отношение такое. Да, естественно, можно это все относить, но в итоге ты наталкиваешься на определенное противодействие. Оно, с одной стороны, понятно, потому что, во-первых, ты не являешься представителем вот, той кафедры или там, того института, куда ты пришел, а с другой стороны, на самом деле, непонятно, почему так происходит, потому что есть... Историю люди переписывают. Ну, как бы, может быть и так, потому что иначе тогда придется признать, что у нас и действительно там виманы какие-то летали, и то, о чем мы с тобой иногда на РЕН-ТВ рассказываем, и люди в космос раньше летали, а на самом деле ничего удивительного нет. Вот сейчас у нас все говорят об этом коронавирусе, который нас это самое. Вот не дай бог, уже официально пандемию объявили. Если мы немножко в будущее посмотрим, есть такая игра Plague Inc., может быть, тоже в нее играл. Это эмулятор как раз пандемии, то есть один в один. Там буквально за год можно вот таким вирусом все человечество уничтожить. Не будем делать, конечно, нехорошие прогнозы, но если, не дай бог, с нашей цивилизацией что-то случается, и она начинает уходить в историю, буквально через 100 лет, через 200 лет, те, кто выживут, они уже потеряют понимание инженерное, научное, историческое. И фактически цивилизация с нулевой точки начнет свое развитие. И будет то же самое, что было описано в Мохенджо-Даро, ой, не Мохенджо-Даро, а то же самое, что было описано в Махабхарате. Когда собрались несколько там великих княжеств, не княжеств, а государств, там вайшнавы, там с асурами начинали биться. Кто-то кого-то уничтожил, произошли там грандиозные там потопы и прочее. Что-то происходит на планете, цивилизация частично,
она не обнуляется просто, когда у тебя уничтожена там энергетика, когда у тебя уничтожены заводы, которые производят там еду, там одежду, станки и прочее. Ты теряешь технологический процесс. А потеряв технологический процесс, ты вынужден вернуться к земле, фактически в феодальный век, взять в руки топор, если топоры еще останутся, и начинать это все строить. Даже обладая знаниями, даже ты, например, как и специалист, там, ядерщик, да, ты не сможешь это сделать. Ты потом внукам расскажешь, что вот там я там какие-то корабли в космос запускал. Через 300 лет там наш прадед рассказывал, как они на ступах там и вот, да, начнутся легенды, и все начнется заново, понимаешь? Вот, к сожалению, это так и есть. Я не понимаю просто, почему это естественный процесс смены вот таких вот циклов цивилизации. Одни цивилизации уходят, другие приходят. Метеорит прилетел, цивилизацию опять переписали, знаешь, это самое. Бах, ну все, ну случилось, что случилось. Почему историки этого не хотят признать? Что у нас были более мощные какие-то государства, были какие-то потопы, которые могли все переписывать. Из этого нужно просто делать выводы, чтобы как-то, может быть, себя в будущем беречь. Ясно. Ну, чего так, Павлик? Это нормально, я думаю, что наговорили. Ну да, ну ты скажи так немножко завершающую. Как думаешь, вот последняя часть разговора про как тяжело протолкнуть вот находки какие-то, да, чтобы хорошенько исследовали и вообще поверили, что ты что-то нашел, да? Вот за последние годы эта ситуация, она остается на том же уровне, или она становится хуже, или все-таки что-то улучшается? Может быть, увеличивается количество людей, ученых, которые больше внимания начинают этим вот артефактам уделять? Как-то меняется ситуация в этом отношении? Ну, на самом деле, вот ситуация в альтернативной истории, вот, наверное, в последние там, лет 10, она все-таки в сторону улучшения идет. Потому что для того, чтобы альтернативное стало научным, как и в любой науке, нужно накопить определенное количество знаний, методов и артефактов. Единственное, просто нужно понимать, чем ты занимаешься, как ты занимаешься, и как эти знания можно скомпилировать. Потому что на самом деле самая главная проблема многих альтернативных историков в том, что они пытаются, знаешь, это как мы наш новый мир построим, нам на руинах всего. К сожалению, вот большинство альтернативных историков, они отвергают все и пытаются строить свою Вавилонскую башню, которая, естественно, рушится. Вот эта ошибка, она и всегда приводит к негативу в отношении альтернативщиков. Потому что надо брать тот базис, который у тебя есть, на этом базисе брать еще неизученные области и, опираясь на научные, в первую очередь, знания. Извините, если бы у нас не было научных знаний, мы бы сейчас эти ролики не записывали. Мы бы брали там, тарелочку с золотым яблочком, катали бы его и устраивали стримы вот с помощью таких технологий. Поэтому да, основная задача альтернативщиков эти знания накопить. То есть если мы поехали, например, в Узбекистан, по-хорошему надо все это правильно собрать, предоставить, выдвинуть какие-то гипотезы, собрать этнографический материал, там, легенды, собрать вот этот материал, правильно упаковать, правильно привести. И когда вот эта масса накапливается, она превращается действительно в науку. Поэтому будем надеяться на лучшее. Интересный момент, если ты помнишь, там же было сама форма как оплавление, она везде. Причем это не только на тех Койкарган-Кала, как говорится, солярнообразных, да, крепостях, но и уже в глубинке Каракум, то есть как ты заезжаешь, так сказать, да, вот там, где раньше были торговые якобы пути сходились, там все оплавлено, и либо это ощущение оплавления, либо такой же вид можно получить в случае омовения, то есть шлифовка водой. Ну, то есть, дождик это сделать вряд ли смог бы, это, возможно, можно было получить, если этот объект вообще находится под водой и какое-то время идет течение. Тогда мы бы увидели вот похожую структуру, как там. Помнишь, да? То есть он настолько облитой весь, что, то есть дождик, как это там. Причем мы, когда исследовали стену, помнишь, мы доставали структуру посмотреть, чтобы оттуда часть элементов, из чего это сделано, да, и особенно в тех местах, где бойницы, там было видно, что можно было достать, да, посмотреть вот этот камушек. И это, собственно, современным языком так называемый глино-соломенный блок, по типу самана. Только видимо, отличие его было в том, что он как-то запрессован, то есть прессован именно был в необожженном виде, да, заложен туда, запрессован.
и они превратились в камень. То есть со временем они просто окаменели. Сейчас видно, просматривается структура соломы, но видно, что это вот уже как камень, то есть он превратился. Собственно, такая же структура, в общем-то, большинства кавказских гор, да, вот глина выходит, застывает, и мы видим, что вот окаменевшая глина на сегодня представляет, как бы, по сути, горы, но не является скальной породой. То есть не гранитной, не диабаз, а именно глина обычная. Очень интересно еще был там момент, если помнишь, это якобы усадьбы знаменитых на то время там людей. И они стояли между вот двумя крепостями. За кадром можно поставить фотографии эти, будет интересно. И там сохранились стены, в общем-то, и видно, что это постройки на самом деле не того периода. То есть видно, что они были сделаны позже. Но технология совершенно такая же, то есть применена. Интересно то, что в середине, в центре колодец, а сейчас там пустынная местность, и, естественно, в ручном режиме сейчас воду получить невозможно. Но когда-то, так как колодец находится там, то есть это доказывает то, что там была вода, естественно, и, в общем, климат скорее позволял там находиться совершенно спокойно, круглогодично, потому что никакого даже намека на отопление там ни в одной крепости нет. То есть климат был настолько мягкий, скорее всего, что круглый год там можно было совершенно спокойно находиться. Вода не замерзала, то есть можно было ее доставать и употреблять ее, значит, для себя или для полива. Вот. Интересно было сделано, еще организовано в этой крепости входные группы. Если помнишь, особенно восточная входная группа сохранилась лучше, и там было видно, как система защиты выстраивается по типу туннеля. То есть ты попадаешь не с плоскости стены, а ты попадаешь как бы с зубца. И заходя в этот зубец, попадаешь в коридор, который окружен в навершии двумя как бы комнатами. И с этих комнат просматривается через бойницы тех всех людей, кто проходит, значит, внизу, проезжают в эту крепость. И вот такая система, я ее больше нигде не встречал, то есть очень интересная в этом. Вот. Угу. Там же еще интересная тема. Мы с тобой, когда на первую крепость приехали, это, господи, Нукус, да, Ургенч, Нукус была первая, да, крепость. Они же все, официально историки говорят, были разрушены. Мы действительно видели эти следы разрушения, но первое, что у нас возникло, это не всем понимание. Что, в Нукусе там как раз, где проходила советская археологическая экспедиция, да, если ты помнишь. Толстого. Ну, да. мы эту крепость копал. Угу. Проблема-то в чем? Там действительно не разрушено, разрушено совершенно непонятным образом. Там просто огромные куски стен вывалены наружу. Причем там 10, 15, 20 метров. Отвалами. Да. Да. Такое ощущение, что что-то бахнуло в середине, взрывной волной развалило. И вот совсем непонятно, как с помощью того оружия можно было произвести такие масштабные разрушения. Да, и средневековое оружие даже не позволяло это делать. То есть пушечные ядра лишь отщепляли от стен элементы строительного материала любые, да, но никак не давали возможность, как говорится, эту башню изнутри раскрыть как цветок. При изобретении пороха возможность появилась, в общем-то, и такие моменты уже использовались при осадах, да, но это уже относилось именно к отдельным строениям. То есть крепость, скажем, в сечении, вот сверху можно ее в спутнике мы покажем, допустим, если, да, она будет там в сечении порядка там 130 метров, там 150, наверное, и, развалить ее пушечным ядром изнутри, там, это понятно, что невозможно. Причем там специфически еще вот это оплавление получить, то есть, маловероятно, можно было тем оружием каким-то. Это сейчас уже оружие высокотемпературное позволяет такие вещи делать, да, там термоядерное и другое. Либо это можно было бы списать на метеоритное или какое-то на такое природное явление, как на сегодня вот изучают в случае, так сказать, попадания кратера, да, и мы видим, что эта форма, она действительно блюдцеобразная, да, и очень похожа на взрыв, но, естественно, так сказать, то, что взрывная волна, она одинаково диапазон действия, значит, во все стороны, соответственно, круглая форма.
Но это нельзя списать на метеорит, потому что все крепости, которые исследовал и Толстой, и проезжали мы в экспедиции, они видно по ним, что это произошло в одно время, потому что тип и характер разрушения идентичны. То есть не может быть такого, чтобы в одно место упал метеорит по команде, одновременно там, за ним там, засыпало все остальные крепости, при этом рядом воронок нет. Ну, поэтому это слишком точечное попадание. Ну, очень странно. Вот. Еще интересно то, что там само расположение этих крепостей мы уже при приезде, по-моему, смотрели с точки зрения маршрута, вот, как они расположены по карте, вот, и выстраивается некая, в общем-то, тоже оборонительная линия, то есть можно проследить, она, конечно, не прямая, но тоже она проходит там. Что тогда могло для зороастрийцев являться для той культуры поклонников, огнепоклонников, да, являться принципом обороны, сложно сказать. Возможно, это просто логистика перемещений между собой, чтобы так выстраивалось, чтобы удобнее было. Но, тем не менее, солнцепоклонники, они не оставили на сегодня никаких культурных сооружений о своей культуре в том виде, в котором, допустим, находится или в Греции, или в Египте, или там в Турции современной, да, то есть, но видно, что грандиозное строение достаточно. Да, это явно не уровень полигональных кладок, то есть это другой материал, но это тот материал, который применялся там на местности. То есть скальных пород там нет, соответственно, получить материал, из которого отлить блоки в виде порошка, да, то есть раздробить там гранит или диабаз или какие-то другие там, в общем, камни, там невозможно, просто их отсутствие. Вот. А сделать это дело из земли, из глины, было возможно. Ну, вот они это исполняли прекрасно. Вот. Хотели мы продолжить экспедицию, к сожалению, уже просто из-за технических проблем у нас там возникли сложности. Страна сама по себе для нас не обустроенная, то есть и технически сложно было там и передвигаться и так далее, ну просто отсутствие даже топлива элементарного, как бензин в принципе, то есть на всей территории современной Каракалпакии это норма, вот, а для нас это, ну, понятно, что неудобство, потому что плечо было 200-400 километров, а, допустим, с собой возить бензин всегда, знаешь, что ты только доезжаешь обратно до места в лучшем случае, да, но это как минимум накладывает какие-то иногда задержки, вот, потому что если что случилось, значит тебе будут подвозить этот бензин, вот. И мы не попали тогда, еще не успели, в перспективе хотели это изучить, рядом находящийся комплекс, как раз более сохранившийся Хива, вот. Было бы интересно, но видно, что это разный возраст. То есть возраст Хивы, даже по анализу по фотографиям и видео, видно, что это совершенно разные вещи. И культуры, в общем-то, они похожи, но это не означает, что это единая культура. Это просто при переходе к исламу, ну, использовали естественным образом, точнее, те моменты, которые были у зороастрийцев на тот момент в ритуалах, в традициях, и их экстраполировали для себя. Ну, собственно, по аналогии с христианством, как христианство использует Масленицу и другие Пасхи и праздники, да, на основе солярных дней там, наших, или Рождество мы берем. Вот, поэтому и в архитектуре это тоже переносится, это все понятно. Что там у нас того еще интересного? Ну, там основная, это у нас две цели основные экспедиции были. Это сравнить, насколько Койкарган-Кала похожа на Аркаим, а вторая, это вот то, что Минбулатская впадина. Действительно, поехали мы-то изначально посмотреть вот этот комплекс Койкарган-Кала. Абсолютно нетипичный для крепостей вот анхаревской культуры круговая крепость, имеющая как раз центральную часть, как в Аркаиме, и вот эту вот круглую оборонительную часть. Вот немножко об этом, это впечатление. Действительно, целью экспедиции было именно в том районе вот, провести аналогию, потому что после исследований экспедиционных по Ярику, расположение городищ Синтакских и Аркаима, было интересно сравнить
не по спутнику, а, как говорится, ножками пройти, посмотреть и пощупать все это сохранившееся до нас. И когда мы добрались вот до одной из крепостей, Кой-Курган-Кала, да, там действительно мы обнаружили вот эту вот круглую форму, идентичную. Ну, она не идеальная, естественно, круглая, да, понятно, что, причем в связи с проводившимися в начале 20 века исследованиями Академии наук СССР под руководством Толстого, там были произведены тоже работы, и геометрия, конечно, нарушена, потому что задача была не сохранить макет, а исследовать артефакты и понять там советским нашим ученым, да, то есть к какой культуре это отнести по их классификации. И сейчас этот объект, он, конечно, имеет следы вот, и, к сожалению, не в лучшую сторону вот, археологических изысканий. Многие тоннели засыпаны, многие значит, шурфы нарушают геометрию. Но, несмотря на это, мы убедились в схожести, во-первых, в некой ячеистости от обоих этих конструкций, как Аркаима и здесь. Можно проводить аналогию и с другими объектами по планете. Но причем забавно то, что эта аналогия проходит значит, по планете не только по нашему материку, но и там в Северной Америке есть такие объекты, значит, ну, естественно, Европа, естественно, значит, но интересно то, что все эти объекты, они расположены как бы от 36-й параллели и выше, вот, на земной шар, если посмотреть. А если, допустим, проанализировать, например, карты старые, ну, допустим, если не брать даже Меркатора или там другие импортные карты, которые многие исследователи, ну, на мой взгляд, ко многим картам действительно можно было предъявить претензии, то есть они считают их фальсификатом. Но вот если даже взять гарантированные вещи там, в истории, которые не отрицаются, что были в официальной науке основополагающими, как, например, атлас Ломоносова, там, да, вот, для юношества, значит, 1737 года, для Академии тогда, значит, наук Российской империи, там вот эта 36-я параллель, она проходит по границе как раз Вольной Тартарии, то есть обозначена вся эта территория, прям в общем, по имени, на русском языке, все там понятно. И такие строения, как мегалитические, и в том числе не мегалитические, но относящиеся к культуре протоцивилизации, дольмены, менгиры, они вот все расположены выше 36-й параллели. И те как раз круговой формы города или крепости, как мы сейчас можем предположить, в том числе крепости звездчатой формы, они все расположены выше вот 36-й параллели, что можно охарактеризовать как единую систему, вот, или одну цивилизационную ось и период. Вот. Кстати, там, где были нами исследованы маршруты, лежащие по дороге к крепостям, если ты помнишь, Николай, мы встречали небольшие самодельные менгиры, указатели, да, которые, как мы предположили, могли быть действительно пометкой географической в реальной местности, потому что ландшафтная, в общем-то, среда, она порой там не позволяла сориентироваться. То есть на сегодня это вообще как Луна. Когда-то, естественно, климат был другой, возможно, эти менгиры были для другого назначения, но сейчас они вот отдельно стоят и как бы показывают вот путникам, что, значит, геометрию пространства ты можешь понять, где ты хотя бы. Вот. Интересно была еще как раз подтверждение этому, если ты помнишь, в Минбулаке, когда местный краевед, можно сказать краевед, потому что он там живет с детства, он глава семьи, да, и живет, значит, в поселке Минбулак с рождения, он нам подтвердил то, что вот, да, такие каменные стелы выставлялись для целей указания географии на место расположения, потому что потеряться можно. Вот, там также
есть места, где с компасом плохо, поэтому человек может легко потерять ориентацию, потому что ты на уровне ощущений теряешь биологический компас также. И самое неприятное то, что ты можешь не просто потерять его, а ты можешь получить неправильное направление. То есть быть уверенным, что, грубо говоря, автомобиль там, а он не там. То есть ты будешь выходить долго и поймешь, что ты просто потерялся. То есть и нас предупреждали заранее, что, ребята, если вы где-то останавливаетесь, там, отходите от автомобиля, только в видимости. То есть чтобы вас видно и вы видели, чтобы вот вы точно понимали. Зайдете за сопку, может произойти такой момент, что вы, задумавшись, дезориентируетесь с точки зрения вот этого биологического своего компаса и потеряете ориентацию. Мы в Кызылкумах, когда выходили, там у нас стоянки были, мы буквально там за барканчик заходишь. Очень страшно. Да, страшно, то, что внутреннее ощущение подтверждается, то есть достаточно там вот, да. И да что говорить, мы возвращались обратно, помнишь, когда через туман, да, но это отдельная история, и когда мы доехали до места, утром же, встретив нашего гида, который с нами, не гида, а, по-моему, это был брата вот его, этого гида, значит, да, он говорит, что вот вашего гида нет, потому что как раз он поехал искать людей, и, по-моему, пропало то ли 6, то ли там сколько-то ребят, вот человек. И когда мы уезжали, вот мы нашего гида же встречали, и потом он с нами конец экспедиции провел, да, он нам же сказал тогда, что не нашли, помнишь, что так и не нашли их все-таки. Ну да, там история вот. Очень странная была. То есть и он говорит, к сожалению, это нормально, то есть вот такие факты. Там там история вообще мистическая. мистические, То есть машины да. остались, палатки Да, остались. вещи нашли, людей нет, да, то есть людей нет, люди куда-то ушли, и все, и все, ну, потерялись. Странно, что сразу все, кстати. Вот. Но вот, может быть, один или двое потерялся, потом пошли искать друг друга, там, возможно. Между прочим, это как раз в том районе, где мы с тобой... Да, мы там проезжали, попроезжали. Устюрт, вот эти странные места, где это и там постоянно, вспомни даже, аномальное место. Он рассказывал, что там постоянно какие-то непонятные чудеса происходят. Да. И интересно еще тот момент, что действительно на сегодня эти места они необитаемы, то есть люди не живут там, так как нет воды практически. И ты проезжаешь по 100 с лишним километров, понимая, что даже в советское время там, по сути, было очень мало поселков. То есть на старых картах смотришь, дорога идет, а действительно разрушенные вот эти строения, помнишь, там плечо от одного до другого поселка 50-70 километров. И из себя эти поселки представляют там группу домов, там по 5, по 6, по 7 домов. Вот. Ну, когда-то земледелием занимались, в этих местах еще была вода, климат был другой, и буквально еще в советское время там выращивали сельхозпродукцию. А сейчас это уже пустыня, по сути, где растет пустынная морковка, трава вот эта, да, ихняя. И, по сути, осталось совсем немного деревьев кое-где, да, которые там варварским образом, по сути дела, уже вырубаются оставшиеся, потому что, в принципе, все равно дрова нужны. И люди ездят за дровами за 100, за 200 километров. Кстати, мы там спасли группу таких, помнишь, да, ребят? На Ниве они там остановились. Они остановились на машине, без бензина остались, да, и сидели уже там, у них была мука с собой, они развели костер, они находились там уже 9 часов или сколько-то, переночевали, это было утром, они под открытым небом там ночевали. И, значит, пекли лепешку на куске металла, значит, на костре из муки. Значит, и мы заправили ребят и, значит, помогли просто из этой ситуации действительно уйти. Возможно, это кто-то и без нас бы сделал там, вот, но просто так как мы за всю экспедицию именно в эту сторону, в сторону Уч-Кудук, не встретили ни одной машины на обратной дороге, вообще ни навстречу, ни туда, ну не знаю насколько, как бы, хотя плечо 400 километров, то есть ждать там можно долго помощи, конечно. А с учетом того, что там нет вообще никакой связи, кроме спутника, а у местных жителей, ну, маловероятно там возможности такие, да, к сожалению, поэтому там, конечно, я считаю, что нам с ними повезло, потому что мы доброе дело смогли сделать и ребятам помочь. Ну, им понятно, с нами тоже. По поводу как раз Минбулака теперь, это наша вторая цель была. Интересно от тебя услышать вообще мнение, что это такое. И ты же первый как раз обратил внимание, что мы идем по стеклу. По стеклу идем, уж кроссовки резать начали что-то. Острые. Да, ну и потом, естественно, сам вот этот вот каменный лес, который, по сути, не каменный лес. Конечно. Не каменный, да. Каменный лес — это вообще загадка, она до сих пор для нас загадка, я считаю. Вот. Хотя, конечно, гипотезы, ну, настолько по ощущениям
уже точны и верны, что ну, дальше некуда, но доказать это сложно, потому что свидетелей нет. И в описании, я думаю, что в открытых источниках этой информации нет. Конечно, существовали ранее библиотеки, которых мы сейчас не можем уже официально найти, как там Ивана Грозного, да, и Александрийская, якобы сожженная полностью. Но в современных источниках нет информации. В одной из целей была посмотреть не сколько каменный лес, а посмотреть Минбулакскую самовпадину, потому что геометрия ее интересна, напоминающая тоже воронку, но диаметр ее огромный. По спутнику можно за кадром показать. Там, я не помню, по-моему, там несколько километров, да, если я не ошибаюсь. То есть там не метры, там, по-моему, 5 километров. Вот, 5 километров. И форма ее, она плоская. То есть такое ощущение, что взрыв происходил не на земле, а как бы на высоте, то есть над землей. Современные взрывы, вот, которые происходят на высоте там, порядка там, 100 метров, вот, они дают такой эффект. Не выше 100 метров, точнее. И там интересно то, что поверхность, которая не тронута была дождями, да даже та, которая тронута дождями, разницы нет. В принципе, просто где-то ветром заносит песком эти элементы, а где-то они, наоборот, очищаются, значит, ветром. Такое ощущение, что корочка была единая, как оплавленная на всей этой поверхности. Почему единая, объясню. Дело в том, что сейчас это просто трещины, и ты ее вынимаешь как из мозаики и видишь, что не хватает элемента в этой корочке. И это не просто вот камушки, а это именно трещины, да, вот, которые, так сказать, были на одной моноповерхности. Значит, ширина их примерно 4, по-моему, 5 миллиметров. Даже пробовали, кажется, ломать их. То есть они ломаются там руками, да, на анализы у нас есть эти элементы, там, чтобы можно было в дальнейшем исследования делать. Но это тема отдельного фильма, это другая история. А если говорить про экспедицию, то вот первое впечатление было мощнейшее. Это вид совершенно не похожий ни на что. То есть я нигде не встречал подобного ландшафта. То есть как будто бы расплавили пленку, да, из стекла, вот такой вот сделал, да, и потом она там с годами потрескалась на квадратики, там треугольнички разной формы. А когда мы уже доехали до того места, там, кстати, их несколько, вот, но мы решили посмотреть тот, который просто ближе к населенному пункту, вот именно Минбулак, и тот, который, как нам наш проводник говорил, там, ну, в ближайшей доступности на машине там минут 40 езды от этого поселка. Потому что там заблудиться очень легко, навигатор там тоже не везде хорошо работает, поэтому мы поехали вот посмотреть это место. Там проводили в советское время исследования ученые из Ленинграда, значит, этого места. Заключение мы не можем сейчас найти, поднять официально. Но для нас вот явным первым признаком круглой формы ствола внутри, похожей на бамбук, заполненный чем-то, но явно без волокон структура во многих местах этого камня поломано, и видно, как, из чего он состоит, что это не кольца деревянные, и это не волокна растений. То есть это явно камень, который получился в результате некого физического воздействия. И таким воздействием могло быть действительно вот разряд плазмы энергии или высокотемпературный разряд, который мог вот вздыбить вот так песок, да, который застыл в оплавленной вот в такой форме.